Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2025 год. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем разбираться о сложных или благоприятных моментах Нового года. Включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. Как говорится, забегая вперед, не стоит огорчаться из-за таких мелочей, потому что 2025 год будет поистине для нас в каких-то вещах новым, где-то будут трудности, сложности, естественно, когда без них, поэтому не стоит расстраиваться по таким различным мелочам. Итак, ребят, если вы смотрели мои гороскопы в 2023-2024, то я говорила уже неоднократно, что 23-24 года это те года, когда у нас такое небольшое затишье, когда все было более-менее спокойно относительно глобальных событий в том числе. 2025 год – это год, который будет для нас не просто новым, это будет год начала больших глобальных перемен. Да, вы мне скажете, а как же 2020-2022? Ну, то была просто репетиция. Сейчас поистине нас ждет очень много нового. Для стрельцов я скажу так, что этот год будет вообще в принципе год больших возможностей, не просто надежда. Да, для стрельцов какой-то декады это будет еще и трудности. Да, забегая вперед, сразу скажу, стрельцы первой декады – это те стрельцы, кто родился в ноябре месяце. Стрельцы второй декады – это те, кто родился с 1 по 10 декабря. И стрельцы третьей декады, кто родился с 11 декабря и до конца стрельцовского периода, до знака зодиака Козерог. Да, ребят, в такой градации буду рассказывать, потому что у всех стрельцов разные возможности, сложности и трудности на протяжении всего года. Поэтому здесь понимаете, в какое время вы родились. Естественно, все вы знаете, я надеюсь, свой день рождения. Ну и задавайте, оставляйте вопросы в комментарии под этим видео. Обязательно указывая свою дату, время, место рождения и ваш вопрос для того, чтобы я ответила именно на ваш вопрос в вашей натальной карте, потому что общий гороскоп я рассказываю сейчас. И я надеюсь, вы все взрослые люди прекрасно понимаете, что у всех стрельцов разного возраста, воспитания, места рождения не может быть одинаковый гороскоп у всех, собственно, поэтому здесь и градация по декадам. Плюсом еще, естественно, стрелец, которому 20 лет и 40 лет, это абсолютно разные стрельцы по жизни. В 20 лет все только начинается, в 40 лет уже множество дел сделано, шишки, как говорится, на голове набиты, и уже воспринимаются все трудности и сложности периода совершенно по-другому, я бы так сказала, с мудростью. Поэтому, ну что, дорогие, разбираемся, каким будет 2025 год для стрельцов. И я не скажу, что здесь будет определенно однозначные какие-то периоды. Нет, для стрельцов всех декад будет вообще всегда время, когда есть напряженные моменты, когда есть моменты отдохнуть. Благоприятные моменты для того, чтобы строить работу, карьеру и бизнес. Моменты, когда необходимо доделывать предыдущие дела. И это нормально на самом деле, да, то есть однозначно есть время трудиться, есть время для отдыха, да, то есть набраться сил, обдумать все то, что случилось, и идти вперед. Итак, начиная весна 2025 года у нас из сложностей у нас еще в 2024 с начала декабря начинается ретроградный Марс, и он будет во Льве. То есть здесь ретроградный Марс во Льве весь декабрь 2024 будет идти и делать прекрасный, тем не менее прекрасный трин к стрельцам первой декады. И да, ребят, скажу так, что здесь история того, что хоть и обстановка будет вот такая, я бы так сказала, напряженная, потому что ретроградный Марс это всегда, когда нам хочется, еще когда он в огненном знаке, нам хочется что-то сделать быстро, что-то сделать на показ, да. И вот стрельцам первой декады этот период в декабре 24 будет хорошо.
но с января и по конец февраля ретроградный Марс уже будет в Раке, и эта история однозначно, я не скажу, что она будет плохо влиять, она будет скорее вот эти эмоции, энергии топить в себе. То есть ретроградный Марс во Льве — это когда мы занимаемся своими публичными делами, которые нацелены на общество, то есть себя где-то прорекламировать, зарекомендовать. Это прекрасное время, то есть декабрь 24-го, для того, чтобы что-то внедрить. Январь и февраль 2025 будут, я бы так сказала, более домашними, более семейными, более, не скажу, что расслаблены, нет, потому что ретроградный Марс, он будет особенно в январе, в начале января, в оппозиции с Плутоном. Это уже к концу января это будет уже, я бы сказала, такая оппозиция не сильно, не точный аспект, да, то есть не очень сильно напряжен, но все зависит от того, в каком состоянии у вас находится и Марс, и Плутон в натальной карте, и здесь все индивидуально, ребят. То есть будет ли у вас сильный чрезмерный накал страстей дома, в личной жизни, в семейных отношениях, либо он уже у вас будет такой, в принципе, понятный, разумный, и никаких, я бы так сказала, не будет очень сложных моментов. Тем не менее, на стрельцов первой декады вот этот ретроградный Марс будет очень даже продуктивный, ну, в оппозиции с Плутоном, очень даже продуктивный, получится выяснить отношения, договориться, высказать, сказать то, о чем раньше не могли сказать, настроить вот эти отношения, если, конечно же, вы пойдете на контакт, да. Поэтому я бы так сказала, что январь и февраль 2025 они не будут такими прям рабочие, мощные, амбициозные, они будут более такие с затишьем, да. Плюсом мы еще не забываем, что у нас 12 января 2025 кармические узлы меняют знак. Да, то есть они меняют ось, они переходят с Овна Весов на Рыбы Девы. И здесь, конечно же, для стрельцов это будут разные по интенсивности моменты. Для стрельцов первой декады это будет момент очень даже позитивный, очень даже, я бы так сказала, получится разрешить все те вопросики, которые у вас есть. Это вопросы мировоззрения, это вопросы своего понимания, раскрытия своих навыков, как я могу это применить в жизни, то есть что я могу сделать для того, чтобы заработать в принципе больше. Опять же, это тоже внутренняя такая работа над собой, и здесь еще и ретроградный Марс. Да? Ретроградный Марс — это вообще история, когда мы больше не вовне работаем, а внутри себя работаем, действия какие-то делаем. Да? Для стрельцов третьей декады это тот момент, когда можно натворить дел. То есть здесь, ребята, скажу так, что и январь, и февраль, и март для стрельцов третьей декады это вопросики, да, которые необходимо разобраться, и в них будет разобраться сложно. И этот момент, я бы так сказала, вот январь, февраль и март, это такие моменты, они будут попроще. Они не будут такими сложными, да, то есть будет как-то сложно в этом разбираться, но они не будут очень сильно напряженными. Интенсивность начнется с конца марта, со второй половины марта этого периода, да, апрель, май и июнь. Вот здесь начнутся больше сложностей, связанные именно с нежеланием понимать какие-то определенные вещи, потому что вот эти как раз-таки кармические узлы, они не про то, что вы человек плохой, нет, это история того, что мы все живем со своими какими-то установками, да, то есть мы привыкли с детства, мы так воспитаны, мы на основе своих эмоций, переживаний и мировоззрения научились выживать в этом мире. И согласитесь, что многие вещи, за которые мы обычно цепляемся, не дают нам развиваться, да, то есть определенные какие-то качества. Они не хорошие, не плохие, просто это те качества, которые на данном этапе жизни не дают нам сделать тот самый прорыв. То есть мы, как правило, либо боимся, либо переживаем, что о нас подумают, либо думаем, что от нас все отвернутся. То есть у всех, у каждого свой какой-то страх, внутреннее переживание. Или, например, идти
уйти, начать развиваться, становиться тем самым стрельцом и потерять все то окружение, которое привыкло нас видеть, ну, я бы так сказала, кому-то удобно видеть нас неудачниками, да, кому-то удобно, что вот мы рядышком тоже сидели и особо ничего не делали. Я сейчас не говорю о том, и ни в коем случае не осуждаю окружение, оно у нас у каждого свое, и мы привыкли находиться в том круге знакомств и общения, с которым нам комфортно. Но порой для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно подняться вообще в принципе не просто среди окружения, а над своими мыслями, да. Так вот, я бы так сказала, первая половина года для стрельцов именно как раз таки третьей декады, это будет сложность разобраться внутри себя во всех этих процессах. Причем событий будет предостаточно, они все начнут очень мощно развиваться с марта 2025. Про этот месяц я вообще сейчас буду очень много говорить, что там будет с нами со всеми происходить. Но тем не менее, постарайтесь, стрельцы, третьей декады, первое полугодие 2025 года, разобраться в себе, постарайтесь навести контакт, разобраться со своими желаниями, что вы хотите, соединить вот это все в голове у себя, как вы хотите жить, какие хотите иметь отношения, какой вы хотите уровень жизни. Это вообще такая очень глобальная история для каждого из нас. Мы порой так не хотим это делать. Кто-то записывается даже к психологу, ходит годами, эта история так очень медленная и, как правило, никуда не продвигается, просто потому что страшно. На самом деле скажу, что событий в 2025 году будет предостаточно для того, чтобы разобраться в этом, я бы так сказала, самим. Поэтому здесь дерзайте, идите в свои страхи, в переживания, действуйте, не засиживайтесь, не, я бы так сказала, не оставляйте вот эти эмоции на потом, для того, чтобы это переживать очень сложно и муторно, да. Сделайте это, как говорится, всему свое время, и вот это время пришло. Идем дальше. Март 2025 года начинается у нас совершенно с новых больших глобальных событий. И здесь, ребят, я скажу так. С начала марта у нас начинается ретроградная Венера. Со 2 марта по 12 апреля ретроградная Венера в Овне. Также у нас с 15 марта начинается ретроградный Меркурий. С 15 марта по 7 апреля ретроградный Меркурий в Овне. С 14 марта по 29 марта у нас коридор затмений. Коридор затмений, убывающий лунный цикл. История очень интересная. Полнолуние, которое случится 29 марта, оно будет в Овне, чувствуете. И 30-31 марта все зависит от того, где вы живете, в каком полушарии, потому что в одном это 30, в другом это 31. У нас Нептун меняет знак, он переходит из Рыб в Овна. Да, и очень сильно и мощно эту историю прочувствуют стрельцы первой декады. Вообще этот месяц будет для всего мира очень сложный, напряженный. Ну, скажу так, что все то, что будет происходить в марте, начнет разворачиваться в апреле на самом-то деле. В марте мы еще не сильно поймем, но в апреле придет такое большое осознание, потому что заметили, что даже ретроградные планеты, они заканчивают все во вторую, в третью неделю апреля, да, и эта история еще, эти же аспекты продолжатся. И, естественно, все то, что случается в коридоре затмений, как правило, проигрывается потом в следующем месяце. Поэтому, ребята, да, скажу, что весна 2025 для стрельцов будет, не скажу, что тяжелой, нет. Сложность будет заключаться в том, чтобы удержать эту энергию, потому что и Нептун, меняющий знак, переходящий в Овны,
будет просто потрясающе влиять на стрельцов первой декады. То есть придет очень много вдохновения, придет очень много активности. То же самое могу сказать и с ретроградной Венерой, и с ретроградным Меркурием. То есть это всегда активность, это всегда действие, это всегда хочется себя показать, это хочется как можно больше заявить, чего я хочу. Но здесь есть история. Ретроградная Венера, начнем с нее, в Овне. Это история, когда очень быстро и бурно случаются романы, которые, как правило, на ретроградной Венере достаточно сложны. Даже если в этот момент случится брак, то браки созданы... Я не из тех астрологов, кто говорит, что браки на ретроградной Венере, они обязательно развалятся. Нет, ребят, браки, сделанные, заключенные на ретроградной Венере, и отношения, это история того, что вы в этих отношениях будете просто дольше разбираться и признаваться себе в каких-то вещах, но это не говорит о том, что вы этого не сделаете. То есть если у вас есть сила и упорство и желание, то вы разберете все свои защитные внутренние барьеры и механизмы для того, чтобы найти контакт в этих отношениях. Просто на ретроградной Венере чуточку это будет дольше, сложнее, и нехотя будут происходить эти все вопросики, да, решения. Ретроградный Меркурий о чем здесь, когда он в Овне? Вообще ретромерк в Овне — это очень шустрый оратор, который не думает о том, что он говорит, и поэтому, как правило, после начинают происходить моменты сомнений, когда мы сомневаемся, когда мы хотим вернуть время вспять, когда мы хотим забрать свои слова обратно. И здесь история того, что ретроградный Меркурий-то у нас разворачивается, да, и идет обратно. Куда? Обратно он возвращается в Рыбы. То есть в апреле ретроградный Меркурий и ретроградная Венера, они снова окажутся в Рыбах. И здесь главное не впасть вот в эти иллюзии. То есть не позволить сознательно кому-то навешать себе лапши на уши, поверить в ту самую сказку, в которую мы хотим верить, не обмануть себя, чтобы потом просто не выгребать, я бы так сказала, из той ситуации, которая случается. Потому что есть такая история. Даже несмотря на то, что все это добро будет в соединении с Сатурном, который вроде как заземляет, стабилизирует, дает такую трезвость, да, но тем не менее, это всегда момент, когда мы ошибаемся, то есть позволяем впасть вот в эти иллюзии, и потом в какой-то момент эти все истории, естественно, когда разворачиваются они в середине апреля, эти планеты, и снова идут в директное положение прямо, снова идут в Овна, и тут уже Овен четко, не в ретроградном движении рассказывает и говорит, как все есть на самом деле, и уже к концу апреля такое разочарование, да, как говорится, все то, что было поверено в начале апреля. Поэтому здесь, ребята, лозунг, я бы так сказала, на март и начало апреля 25-го: лучше не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, стараться как можно трезвее и реалистичнее смотреть на этот мир, на свою жизнь. То есть как есть ваша жизнь, применять ее на те события, которые случаются, и стараться быть реалистами. Знаю, будет очень сложно. Мы все, когда в условиях каких-то сложностей и трудностей, хотим уже поверить и сказать: ну ладно уж, ну вроде же все хорошо. А потом бывает, приходят обстоятельства и говорят: все вообще не так. Поэтому да, ребят, вот я бы так сказала, таким будет март, да. Что делать с Нептуном, который меняет знак? Нептун, который меняет знак. На самом-то деле это не первая ингрессия Нептуна в Овна, то есть он в этом году перейдет и вернется обратно. То есть эта история, я бы так сказала, такой некой репетиции, да, когда мы посмотрим, как у нас будет получаться эта история. Нептун в Овне, то есть Нептун последние, чуть меньше десятилетия находился в знаке зодиака Рыбы, да, и здесь история того, что
Он был в своей обители. Все, что случалось, происходило в жизни, в нашей, даже пандемия, это шло так вяло текущее, это было медленно, это там какие-то прививки. То есть вот это вот все происходило так медленно, долго, рассеянно. Когда Нептун меняет свой знак с такого медлительного, да, состояния в быстрое, ну то есть Овен это самый быстрый знак зодиака. То есть здесь резкость, скорость, быстрота. Поэтому здесь будет некая сложность. Скажу, что смена вообще, вот эта ингрессия Нептуна очень классно повлияет на стрельцов первой декады. Стрельцы первой декады, пока Нептун будет находиться в Овне, по крайней мере в 2025 году, скажут, ну наконец-то, слава богу, хоть какое-то вдохновение, творчество пришло, силы ко мне пришли, мне захотелось снова делать, творить. Кстати, и в 2026 году стрельцы как раз таки первые декады тоже будут от этого кайфовать. Единственное, что хочу сказать, не будут кайфовать стрельцы третьей декады в 2025 году, потому что здесь как раз таки этот Нептун-то будет делать квадратуру, особенно тем стрельцам, кто родился вот прям рядышком с Козерогами, да. Вы наоборот почувствуете такую лень, депрессию, чувство одиночества, чувство полное нежелания, апатии, что-то делать, что-то творить. Будет получаться не так, как хотелось бы, захочется уйти во все тяжкие, забыться, чтобы вот как-то вот уйти от реальности. Не нужно, ребят. Лучше в этот момент разобраться с собой, да. Поэтому этот момент не долговечен. Скажу так, он сейчас переходит в Овна, да, то есть это в конце марта, и обратно вернется в Рыб, когда, скажу так, отпустит вот эта вот нотка эмоций стрельцов третьей декады, это будет у нас осень 2025, поэтому да, здесь стрельцы третьей декады, кто родился вот 5 денечков, я бы это так сказала, да, 5 денечков близ Козерога, знака зодиака, поэтому у вас будет вот такое соединение в транзитных картах, Солнце в соединении с Сатурном. Это всегда история, когда, если вы начинаете развиваться в творчестве, если вы начинаете музицировать, все профессии, связанные с Нептуном, они будут идти не совсем корректно, не совсем как надо, то есть будут давать не тот результат. У стрельцов же первой декады вообще все будет классно на этом аспекте, вы почувствуете наоборот вот этот вот классный аспект развития, творчества, вдохновения на работу, даже если ваша деятельность не связана с как раз таки с творчеством, с музыкой и тому подобное, с нептунианским, да, но тем не менее у вас будет вдохновение и внутренний такой подъем для развития. В глобальном смысле ингрессия Нептуна в Овна – это история всегда глобальных климатических изменений. Изменений, все, что связано с водой, все, что связано с природными процессами. Это истории, которые будут происходить и случаться очень быстро, поэтому если вы живете где-то рядом с водой, особенно если вы стрелец третьей декады, для того, чтобы в вашей жизни не случилось нечто сложное и непредсказуемое, специально записывайте гороскопы пораньше, для того, чтобы было время подготовить, там, я не знаю, хотя бы загранпаспорт, документы, чтобы все были в порядке, в случае чего переехать куда-то, потому что Нептун – это планета переездов и эмиграции в глобальном плане в том числе, поэтому здесь лучше, я считаю, быть готовыми для того, чтобы к этому моменту не быть, я бы так сказала, неподготовленным к нему не подойти, да, потому что еще не просто так у нас перемещение этой планеты меняет знак в ретроградный Меркурий, в ретроградную Венеру, когда нам сложно быстро сделать документы, когда находятся в документах ошибки, приходится переделывать, то есть какая-то некая определенная суматоха, да. Идем дальше, ребята. Каким будет апрель 2025? Здесь история, конечно же, для стрельцов
Для стрельцов первая декада, уже говорила, вообще прекрасный месяц для работы. Для вас начинается такая история мощная, активная. Плюсом, конечно же, на вас еще очень классно влияет Плутон, который сейчас находится в Водолее, делает хороший такой прекрасный секстиль. Здесь развитие, бизнес, все процессы связаны с глобальным продвижением, с заработком. То есть реально освоение и, я бы так сказала, момент того, чтобы раскрыть все свои навыки управления, ведения бизнеса, ведения любого дела, да, управления людьми в том числе, потому что Плутон — это планета, любящая власть. Если это еще и связано с коллективными энергиями, с сообществами, с большими группами, прекрасно, дорогие стрельцы, делайте, действуйте, все для этого у вас есть, полный карт-бланш, я бы так сказала. Стрельцы второй декады, здесь, конечно же, в апреле у вас будет ваш управитель Юпитер проверять вашу гордыню, делать оппозиции со знака Стрельца, и вот так распылять фокус, то есть как бы вам будут даваться такие по жизни плюшки, возможности проявить себя, да, но при этом будут даваться еще моменты, когда вы же можете сами все испортить. Здесь вот главное понимать, когда начинает нести, да, то есть если вы чувствуете, что вас несет, постарайтесь трезво смотреть на свою жизнь, потому что амбиций, гордости и желания что-то сделать будет очень много. Юпитер всегда так проверяет, и потом на самом-то деле часто оказывается реальность намного скромнее, не такая глобальная, как мы себе там в мечтах придумали, и вот это вот все. Поэтому здесь, конечно же, апрель и март в том числе, да, и я бы так сказала, ну, первая половина мая точно так же для стрельцов второй декады, я бы сказала, быть поаккуратнее, но я не скажу, что ничего не делать, чтобы не натворить дел, наоборот, нужно делать многое, но понимать, что в этот момент вас будет нести. Возможно, кто-то, может быть, уже перешел этот момент с Юпитером, и для него Юпитер — это вообще самая прекрасная планета. У кого-то, возможно, гораздо более трудности с Ураном, например, да. И здесь история того, что нужно найти вот эту золотую середину, как мне хочется сделать много. Лучше сделать продуктивно, но как оно есть на самом деле, чем, я бы так сказала, пустить пыль в глаза и потом разочаровываться, что ожидания не превзошли реальность. Вот я здесь про это, да. В целом весна будет продуктивная, весна будет активная. Стрельцы третьей декады, если же у вас в жизни возникают трудности, ни в коем случае не нужно думать, что это те трудности для того, чтобы вас опустить и у вас всю жизнь было плохо. Нет, ребят, эти трудности созданы для того, чтобы поднять вас на новый уровень. И это история засидевшихся стрельцов, которые очень много времени жили по наитию, жили лишь бы жить, ничего не достигали, никуда не стремились, ничего особенно не хотелось. Поэтому, ребята, здесь да. И девчата, нужно выходить, вот я бы так сказала, из своих берегов, нужно выходить из своих страхов, потому что Нептун-то еще тоже та планета, которая очень сильно отвечает за наши внутренние потаенные стороны души, в которых нужно разобраться. И вот разобравшись вот с этим добром, становится прям уже совсем не страшно. Мы понимаем, что вся эта лень, апатия, для чего она? Да просто для того, чтобы мы поднялись и начали что-то делать. Потому что, скажу так, получится не очень сильно в депрессии находиться, ну окей, ну апрель, да, ну апрель получится подепрессовать, но там следом я скажу, что Сатурн подкатывается, да, и здесь история того, что Сатурн-то заставит продуктивно работать, отдавать все силы, отдавать всю мощь, и это я вам скажу так, что это то самое комбо, которое вот одно придает очарование, лень, а другая эта планета говорит: соберись хорошо, делай продуктивно, делай больше, чем от тебя просят, и у тебя все будет хорошо. Поэтому скажу так, стрельцы третьей декады не стоит особенно-то вот думать, что вот у меня все будет плохо, депрессия меня накроет. Нет, ребят, здесь надо брать себя, собирать очень сильно и
очень продуктивно трудиться, Сатурн поможет. Сатурн это, в отличие от Нептуна, та планета, когда мы трудимся, вот прям если пашем, да, вкладываем все силы, то в конце мы все равно получаем все то, куда шли. Да, нам пришлось сделать все то, что мы сейчас не хотели. Мы думали, что получится оттянуть этот момент, но, как правило, Сатурн заставляет нас у всех периодически, ребят, поэтому здесь не просто к стрельцам вот такая история. Просто стрельцы это более такой огненный, свободолюбивый знак, который любит все делать по мудрости, по вдохновению, по наитию, да. А здесь придется все-таки потрудиться, но это будут те трудности, которые вы потом 100% оцените. Идем дальше. Май 2025. У нас, хотелось бы сказать, что месяц какой-то такой безактивный, безамбициозный. Вообще хочу сказать, дорогие стрельцы, что 2025 для вас становится уже гораздо активным. То есть вот это вот затишье, которое лень было, да, нет, позвольте, теперь необходимо будет очень сильно и активно действовать. В начале мая у нас разворачивается в ретроградное движение Плутон в Водолее, и в Козерогу он больше не вернется. И эту историю работы над ошибками с внедрением своего такого мощного, активного, деятельного рабочего потенциала будут очень сильно проходить стрельцы первой декады. Плутон развернется с 3 мая по 13 октября, и здесь вся работа над ошибками, все то, что было сделано с осени 2024 года. Над этой историей придется потрудиться, переделать то, что не получилось, как хотелось. Это не говорит о том, что вы человек плохой или что-то вы делали не так. Да нет, просто есть возможность улучшить все то, что вы сделали, поднять на новый уровень, вот и все. Я вообще призываю ко всем трудностям и сложностям, которые есть в наших гороскопах, не относиться как к нечто фатальному и нечто сложному. Фатальное это когда случаются какие-то очень мощные, сложные, глобальные события. Да, когда они очень, в прямом смысле влияют негативно на нас, на всех, и влияют как-то на наше здоровье, да, на нашу жизнь. Вот это, я считаю, фатальные события. А если нас заставляют просто пробить ту стену, которую мы не могли пробить много лет, и выстроить свою работу, карьеру, подняться на новый финансовый уровень, да, при этом будут сложности сыпаться, трудности, и заставлять нас становиться активнее и быстрее. Так это же вообще скажи спасибо этим трудностям, потому что без них мы бы так бы и не собрались. Поэтому здесь я бы так сказала, включаем весь свой позитив, дорогие стрельцы, потому что стрельцы это, как я считаю, самый позитивный знак зодиака. Поэтому да, здесь шутки шутками, но надо будет потрудиться. В целом период ретроградного Плутона не будет сложным, напряженным, мощным. Единственное, будет страшно. Вот единственное, будет страшно, потому что вот этот ретроградный Плутон, он, конечно же, будет в квадратуре с Лилит и будет вытаскивать все ваши страхи. Вы на протяжении этих 5 месяцев с мая по октябрь будете постоянно думать, ну почему же я не могу преодолеть этот барьер, почему у меня здесь не получается, почему не складывается. Я не скажу, что это плохо, копаться в своих страхах это всегда +1. Можете называть меня мазохистом, но, по крайней мере, еще нету никакого другого варианта, там, волшебной таблетки для того, чтобы как-то это сделать быстрее. Ну, ребят, его не изобрели, только все проходим сами, обдумываем, понимаем, решаемся и действуем. Только так. И да, у нас в конце мая не разворачивается, у нас меняет знак Сатурн с Рыб на Овна в том числе. Прекрасно ощутят эту историю стрельцы первой декады. 25 мая меняет знак Сатурн, и здесь стрельцы первой декады скажут, ну боже мой, ну что за красота, наконец-то будут делаться все дела, которые раньше сложно было сделать, которые не сдвигались, у которых сложно было как-то развиться, они казались неподъемными, они не казались нормальными, да. Еще раз скажу, к этому моменту уже необходимо вот прожить март, апрель, и вот к маю уже будет уже вот этот потенциал для развития. Если вы, конечно же, отсиживались и март, и апрель, и май, и вот это вот всего, что нам нужно было обдумать, понять и решить, не просто решить проблему, выбросив ее, да, сказать, нет, я просто не хочу это делать, вот
все, не хочу я решать ничего в отношениях, я лучше из этих отношений выйду, найду себе какие-нибудь новые, как правило, обычно всегда так и бывает, да, но суть-то заключается в том, чтобы изменить эту ситуацию и прожить ее иначе, совершенно не так, как это было раньше. Я про вот этот момент прохождения трудностей, а не как обычно распрощаться с людьми, которые нам говорят какие-то вещи, и они нас очень сильно задевают. Нужно понять, почему нас эти вещи задевают, и идти дальше. Поэтому, если вы сами прекрасно понимаете, что вы не достигли того уровня развития финансов, той жизни, которую вы хотите, но другие люди вас, имея все то, чего вы не имеете, раздражают, так нужно просто идти туда и не раздражаться. Нужно идти и зарабатывать столько, сколько хочется, развиваться на той работе, на которой хочется. И здесь как раз-таки Сатурн придет и скажет: ребят, ну все, уже, я надеюсь, все смыслы пройдены, начнем наконец-таки работать. Да? Стрельцы третьей декады будут чувствовать здесь некое напряжение, потому что все-таки нужно будет еще делать то, что не очень-то нравится, не очень-то хотелось. Но, ребят, скажу так, момент временный, эта история тоже скоро закончится, говорит лишь о том, чем быстрее вы разберетесь со своими трудностями, задачами, которые вы не хотите проходить. История с Сатурном – это всегда история. Социальный статус, реализация, поэтому я про это, кстати, так очень много и говорю. Это наше положение в обществе, это то, что у нас есть, недвижимость в том числе, где мы живем, наше место жительства в том числе. Сатурн – это всегда про деньги. Живете ли вы за свои деньги, за кредитные, деньги взятые в долг. И эта история, чем быстрее вы со всеми историями, которые присутствуют из перечисленных в вашей жизни, разберетесь, тем быстрее закончится этот сложный период, и эти минусы уже, как в математике, превратятся в плюсы. То есть вы уже не будете так напрягаться, вы уже просто будете думать: так, но здесь я вот это разрулю, здесь у меня с этим получится, что я еще могу сделать? А темп-то жизненный уже будет наращен, то есть вы уже будете активны идти по жизни, амбициозны, вы будете понимать, что все эти трудности, которые были накоплены, это уже просто пшик, и вы уже готовы на гораздо больше, потому что очень часто мы не идем в развитие, потому что мы боимся трудностей того нового уровня, который нас ждут. И здесь вопрос, нужно подумать. Я понимаю, что не все стрельцы хотят все эти трудности, которые их ждут, но стрельцы — это тот знак зодиака, который должен жить очень интересную жизнь. Не просто так этот знак зодиака находится наверху, это гороскоп, ребят. Нужно об этом задумываться. Поэтому здесь история популярности, история общественной жизни, история социального статуса – это абсолютно ваша история. И если у вас этого нет, нужно понимать, почему вы туда не идете. Идем дальше. Май на самом-то деле будет очень классным таким месяцем, который будет начало конца каких-то сложных историй, прошлых жизней, истории, то, как мы жили, как мы хотим жить по-новому. Идем дальше, и у нас июнь. Июнь – это история того, что у нас 10 июня меняет знак Юпитер, он уходит из Близнецов в Рака. Скажу так, что стрельцы больше гордыней проверяться не будут. Станет уже эта история очень простая. Да? В мае, кстати, забыла сказать, что стрельцы третьей декады, трудности будут с точки зрения Юпитер тоже будет проверять на вот эту гордыню, на то, что мы хотим, какой уровень жизни мы хотим, и какие вообще реально есть у нас способности для этого. Какие способности мы для этого реально развили. Если же никаких мыслей в сторону развития нет, то, естественно, потом придет разочарование, когда уйдет этот транзит, а транзит этот заканчивается 10 июня. И здесь потом, конечно же, придут осознания, что так, я же вообще, у меня нет никаких вот из точки А в точку Б, я никак не смогу прийти, я же не нахожусь где-то в серединке, да, я нахожусь еще до точки А. То есть до точки А бы еще нужно дойти, да, чтобы прийти как раз к тому, что я себе намечтал. И здесь история на самом деле не про то, какие мы плохие, алчные и ужасные. Нет, здесь история того, что нужно как-то вот, если вам это хочется, нужно к этому-то стремиться, нужно начинать это делать и, да, понимать, что это требует наших затрат, наших физических, умственных и эмоциональных, в том числе затрат, потому что
Любая наша жизнь, любая наша личная жизнь, социальная жизнь требует от нас не лопатой грести, в том числе, да, требует нашей эмоциональной готовности проходить все эти трудности. Поэтому, да, июнь будет, я бы так сказала, месяцем смыслов. Когда вы поймете, что вы хотите, как вы хотите, на самом деле чего вы хотите, для кого-то эта история будет, я бы так сказала, для стрельцов первой и второй декады она будет попроще, здесь все ожидания, реальности, они будут плюс-минус совпадать. Стрельцы же третьей декады, я скажу, будет здесь сложнее, будет очень много разочарований, поэтому старайтесь как можно зрело смотреть на свою жизнь, да, чтобы потом не было вот это ожидание реальности, большого расхождения среди них. Идем дальше, у нас июль 2025, одно из мощнейших событий, в котором, я бы сказала, можно говорить красиво, можно сказать как есть. У нас 7.07, 7 июля, красивая дата, еще много мы увидим видео на YouTube, различных роликов. Не от меня, я про это событие вряд ли буду говорить, поэтому в этом гороскопе скажу вот как есть, да. Это история новой эры, я бы так сказала, да, которая продлится чуть меньше десятилетия. Это история очень большого, мощного и сильного обновления. Когда Уран меняет знак, и он переходит из стабильных, спокойных, покладистых тельцов, да, переходит в абсолютно неконтролируемый, быстрый, дерзкий и информационный знак зодиака Близнецы. То есть здесь история того, что для стрельцов вообще этот период будет большой встряской. Все, конечно, еще зависит от того, в каком месте натальной карты расположен ваш Уран. То есть в каком доме натальной карты. Вообще, в принципе, Уран является управителем 10 и 11 дома. 10-й дом – это наша карьера, наш социальный статус. 11-й дом – это наше будущее, друзья, это наши единомышленники, то есть те люди, соратники, с кем мы идем по жизни, развиваемся, растем дальше, да, то есть это круг такой, глобальный круг наших друзей и знакомств. Вот у меня это вы, да, то есть мои подписчики, которые смотрят меня со всей точки планеты, и то, как мы коммуницируем, да, то есть здесь вот эта история работы. У всех по-разному, то есть у вас, может быть, это ваш коллектив, даже работа связана с другой точки планеты в том числе, да. Я не скажу, что когда Уран поменяет знак, перейдет в Близнецы, станет с этим как-то плохо. Нет, здесь опять же история того, что Уран, вошедший в Близнецы, это всегда смена энергии. То есть это не просто такая история стабильности, нет. Вначале может показаться, что эта история вообще не про стабильность. Может вообще вся эта история нарушиться. Это 1-2 неделя июля. Здесь будет очень большой вообще всплеск эмоций, энергии, связанный с информационными технологиями, с развитием, с коммуникацией. Обязательно что-то разрушится. То есть все, что было ранее, оно начнет, как правило, разрушаться. И это опять же будет фундаментом для построения новых отношений, новых коммуникаций, новых связей, нового информационного бизнеса, новых информационных площадок, транспорта, социальных сетей. То есть все то, как мы взаимодействуем. Образование в том числе. Здесь очень сильно начнет меняться образование, если вы тот стрелец, который очень сильно зависит от образовательных площадок. Здесь понимаете, что, возможно, все пойдет не по плану. Как это предсказать? Только заглядывая в вашу натальную карту, я могу это рассказать, как это будет у вас, да, потому что для кого-то, сколько я вот открывала за последние месяца натальных карт, апрель 25-го будет просто классным событием, для кого-то реально сложным, да, для того, чтобы эмоционально пережить, но невозможным, да. Точно так же и переход Урана – это всегда всплеск энергии, всплеск эмоций, потому что Уран – это планета свободолюбивая, любящая все настроить, перекроить по-своему. То есть это всегда неожиданный результат.
Очень сильно в июле эту историю прочувствуют стрельцы, которые родились вот рядышком со скорпионами, да, то есть и эта история даже не для стрельцов первой декады, а вот как раз таки вот первые 5 денечков ноябрьских вот у скорпион, да, кто вот близко рождены. И да, эта история будет длиться несколько месяцев, то есть это такая небольшая тренировка. И здесь возможны и потери связи, и опять снова настройки связи. И мы, весь мир от этого не застрахован. Да? Я вообще, как бы, смотря мировые прогнозы, понимаю, что июль будет в мировом сообществе очень такой сложный месяц. В точке планеты, да, я бы так сказала, в западном полушарии будет очень сложные эмоциональные процессы, поэтому здесь, ребята, конечно, нужно и то, находясь в другом каком-то месте, да, каждый человек по-своему на своей шкуре, в своем деле, в своем бизнесе ощущает эту историю по-разному. Поэтому да, июль будет таким месяцем, когда многое чего пойдет не так, как хотелось бы. В работе же для стрельцов первой декады эта история будет обязательно всплеск энергии, всплеск эмоций. Здесь захочется максимально креативить, выходить за рамки, делать что-то новое. Вообще, в принципе, для стрельцов, но стрельцы первой декады у вас будет прям очень много сил вот этих эмоций, что-то креативное сотворить, поэтому делайте, ребята. Но понимайте, что результат может быть совершенно другой. Не тот, на который вы рассчитывали, потому что Уран — это всегда планета, которая, как правило, любит нас разочаровывать не просто потому, что вот это такая гаденькая планета, нет, просто потому что так интереснее, так весело смотреть на неординарный результат своих действий. Идем дальше. Июль у нас не просто Уран, у нас здесь включается ретроградный Сатурн и ретроградный Нептун. Ретроградный Нептун с 5 июля у нас и с 12 июля у нас ретроградный Сатурн. Они, напоминаю, разворачиваются в Овне. И как раз таки все те стрельцы первой декады, кто что сделал, достиг, я бы так сказала, с апреля месяца, да, здесь история того, что переделать можно все то, что вы сделали, подняться на новый уровень. Здесь плюс еще энергия Урана бурлит, активная, мощная, действует. Ретроградный Сатурн у нас будет находиться в Овне в ретроградном движении до сентября 2025, а ретроградный Нептун будет находиться в Овне до конца октября 2025 года, да, поэтому здесь, дорогие мои любимые стрельцы, здесь ловите как раз-таки ту продуктивность, тот самый кайф, тот самый дзен работать с этими планетами, то есть здесь упорство, то есть прекрасно понимаете, что тот Сатурн, который зашел в Овна, да, на несколько месяцев, как раз-таки с конца мая и до начала сентября, эта история продуктивная, рабочая, то есть да, все лето, грубо говоря, это классное продуктивное время для работы, для развития себя. Независимо от того, что у нас там, да, Уран меняет знак, и эта история будет однозначно эмоциональной, но это те же самые возможности, которые необходимо будет, я бы так сказала, конвертировать в плюс. История ретроградного Нептуна, да, то есть его ретроградность начнется с начала июля, с 5 числа, и ретроградный он будет так еще и в Овне до конца октября, до 22 октября. Здесь история того, что постарайтесь как можно больше на этом вдохновении сделать, постарайтесь как можно больше вырулить, скомпенсировать, найти в себе вот этот внутренний резерв и запас сил и эмоций для того, чтобы максимально много внедрить, да. Это стрельцы первой декады. А стрельцы третьей декады, знаете, что эти периоды времени для вас будут моментами, я бы так сказала, не совсем приятными. Но здесь нужно понимать, что если вы разберетесь со всеми сложностями, трудностями этого периода в первые месяцы, то я скажу так, что окончание
этих периодов осень не будут для вас такими сложными, поэтому постарайтесь максимально много сделать в самом начале, я бы так сказала, весной 2025, весной, в начале лета, для того, чтобы в июле не получить вот эту такую мощную, сложную встряску. Но бывает по-всякому. Бывает, что мы сначала очень долго себя уговариваем, а потом идем как раз-таки и уже на сложных эмоциональных аспектах что-то делаем. Да? Тем не менее, скажу, что лето 2025 для вас, дорогие стрельцы, будет история взглянуть на новый лад. Но здесь постарайтесь взглянуть на новый лад в работе. В отношениях же у нас история, знаете какая? Рабочие отношения и личные отношения. С 18 июля по 10 августа у нас ретроградный Меркурий снова. И здесь история того, что ретроградный Меркурий будет во Льве. Это всегда хочется быть оратором, показать себя красивым, хочется выпендриться в прямом смысле. Когда пройдет этот период, будут некие определенные сложности и трудности. Не скажу, что вообще, в принципе, август 25 будет такой же трудный, как, например, август 24 эмоционально. Нет, не будет он такой эмоционально трудным, сложным, печальным и грустным. Нет, здесь, естественно, будут только сложности для стрельцов третьей декады. Первая, вторая декада у вас будет все более-менее отлично. Не скажу, что стабильно, потому что здесь Уран уже вошел в Близнецы, вы помните про эту оппозицию. Но, по крайней мере, договариваясь, решая проблемы, не пряча их в какой-то дальний ящик, а реально о них разговаривая с близкими, разговаривая с детьми, потому что здесь возможно еще и ухудшение отношений с детьми, постарайтесь разговаривать, да, понадобится говорить как можно больше, понадобится душу свою раскрыть, в том числе, почему нет, ребят, дети это наши, я бы так сказала, мини-копии, которые очень такие классные, очень такие же интересные, это же наши копии, то есть они полностью олицетворяют нас, да, конечно, они максимально отсвечивают нам наши недостатки. Разберитесь в этом и идите дальше. Со второй половинкой, я бы так сказала, быть не циничными, быть наоборот душевными, потому что как раз после ретроградного Меркурия Марс входит в Весы, здесь история, когда получится договориться, миролюбиво, дипломатично, пусть и Марс будет у нас в этот момент в квадратуре с Венерой, с Сатурной и в оппозиции с Сатурном и с Нептуном. И здесь эта история, знаете какая? Когда мы хотим где-то себе соврать второй половинке, но Сатурн будет нас заземлять, заставлять быть честными. И лучше на этой честности. Здесь еще раз скажу, нужно чем больше вы вложите души, миролюбия, принятия этой истории, захотите разобраться со всеми трудностями, тем приятнее эта история в конечном итоге закончится, и будет она не такая сложная, не застревайте в этих эмоциях, поверьте, там еще у нас и осень 2025, да, поэтому не нужно в этом августе тратить очень много этих эмоций, которые будут разрушать. Разрушать-то особенно нечего, разрушить можно только все своим говором, потому что здесь ретро-Мерк будет в оппозиции с Плутоном. Да, поэтому здесь все вопросы коммуникации, все вопросы, дружелюбны мы или нет, нужны нам эти отношения или нет, все будет исходить из нас. Поэтому действуем, разговариваем и общаемся. Сентябрь 2025 у нас, естественно, начинается с чего? С самого классного, интересного и забавного. У нас в первую самую неделю сентября, первые денечки разворачивается, я бы так сказала. Но не разворачивается, у нас меняет знак Сатурн, переходит из Овна в Рыбы, поэтому здесь уходит эта легкая продуктивность, я бы так сказала, у стрельцов первой декады. Стрельцы, я бы так сказала, третьей декады еще находятся в таком состоянии напряжения. И здесь, я бы так сказала, ребята, стрельцы третьей декады, сложновато будет сентябрь для вас, да. Плюсом у нас 5 сентября уходит в ретроградное движение Уран,
который только что зашел в Близнецы, и он будет катиться на самом деле назад. На несколько месяцев он, на 2 месяца зависнет еще в Близнецах, поэтому здесь Стрельцы первой декады. Вот все то, что случилось с вами с июля и августа, вот будем разбираться с этой историей. Это еще не все. В сентябре с 7 по 21 у нас коридор затмений. Это снова убывающий лунный цикл. Не скажу, что эта история начинать нечто новое, продвигаться, о себе заявлять. Нет, эта история, ну, естественно, подумать, разобраться в себе, в своих сложностях, трудностях, переживаниях, кризисах. Почему мы не идем в развитие, почему мы остановились, почему мы боимся вот этих сложных моментов, которые случаются. Потому что, еще раз скажу, 2025, его лето и весна, это такие тренировки перед теми годами, которые будут с нами случаться, и событиями, которые будут случаться дальше. Да, 2023-2024 было затишьем, правда. 2025 уже поактивнее. Но и тем не менее, я не скажу, что этот сентябрь 2025 будет очень сложный. Нет, весна была гораздо сложнее. Поэтому здесь, дорогие, понимаем, что да, придется, я бы так сказала, на бреющем вот этом запасе энергии, да, на вот этих сложностях, которые были. Но при этом здесь у нас, конечно же, есть такая мощная сложная квадратура Юпитера с Марсом, когда захочется натворить очень много дел. Очень много дел в отношениях в том числе, в отношениях с коллегами в том числе. Здесь постарайтесь не быть такими требовательными и злыми, не быть в таком порыве эмоций, когда мы устали и мы готовы все разрушить, вот только бы любыми путями как-то преодолеть этот внутренний кризис-барьер. Не скажу, что этот месяц будет таким очень сложным, нет, он скорее эмоционально будет сложен тем, что мы его сами накрутили. Старайтесь здесь быть попроще, я бы так сказала, не просто ленивее, попроще, и разбирайтесь в ситуациях, которые будут происходить, они будут не такие достаточно уж сложные, там, замысловатые для того, чтобы не суметь в них разобраться. Но история заключается в том, что от нас жизнь все больше и больше требует тех моментов, чтобы мы разбирались. И да, ребят, я бы хотела сказать, что вот все будет у всех классно. Ну, если я открываю стопроцессор, и он мне показывает такие аспекты, значит, ситуации будут в жизни складываться вот такие. Плюс-минус, все зависит от уровня активности каждого знака зодиака, в принципе, и каждого отдельного человека, представителя этого знака. Но, тем не менее, нужно преодолевать трудности для того, чтобы не зависать в старых своих каких-то эмоциях. Идем дальше. Октябрь 2025 года. И этот месяц, ну, во-первых, на небе у нас заканчивается ретроградный Плутон. Разворачивается он у нас 13 октября. Об этом я уже говорила. В целом, не скажу, что октябрь будет какой-то очень сильный, сложный, мощный, ужасный, напряженный. Нет. Наоборот, я бы так сказала, октябрь будет полегче. Как для стрельцов, так вообще. Здесь октябрь будет полегче, попроще в плане того, что у нас выходит еще из Овна в Рыбы Нептун 22 октября. Здесь история того, что вот Стрельцы первой декады уйдет вот это вот мощное вдохновение реализации, поэтому здесь понимаете, что уже не будет вот этих вот таких бурлящих эмоций, да, но останется все-таки еще энергия Урана. Уран покинет знак Близнецов только в начале ноября, это будет 8 ноября, поэтому здесь понимаете, что до 8 ноября, ну ладно, можно округлить, будет еще немножечко трясти, вот эта бурная эмоция, всплеск энергии, что-то быстро, резко новое делать, креативное. Но если вы понимаете, что вы на этих эмоциях прекрасно развиваетесь, и это тот самый толчок, который вам нужен был для развития, постарайтесь до 8 ноября максимально это все внедрить. Я вообще советую всем внедрить стрельцам все, что можно и не можно до ноября 2025. Почему? У нас в начале ноября, да, 8 ноября у нас Уран покидает Близнецов, возвращается снова в Тельцы,
бурная энергия заканчивается. Плюсом у нас ретроградный Меркурий включается с 10 ноября, и он у нас, конечно же, начнется, ретроградный Меркурий, в знаке Стрельца и закончится в конце ноября, там 29-30, в знаке зодиака Скорпиона. То есть это такой период, когда вот вроде как мы поймем, что у нас вот то, что мы хотим, как мы хотим развиваться, наконец-то мы поймем себя. На самом деле стрельцам этот период будет очень важен, как минимум накануне дней рождений. Я скажу, что ноябрь будет очень знаковым для вас, как итог вообще всего 2025 года, да, я бы так сказала, итоги своего года вы будете проходить как раз-таки еще до того, как 2025 будет заканчиваться, вы уже к своим дням рождения подойдете со своими итогами. Конечно, очень мощно и сильно ощутят как раз-таки стрельцы первой декады, да, вот эту вот всю стряску интересного, наконец-то, то есть если в течение всего 25-го вы не начали развитие и вы отсиживались, да, то вот прям к дню рождения к своему вы вот прям реально осознаете: все, так больше нельзя. Ну то есть перестанете бояться, перестанет быть настолько страшно, чтобы сидеть и тратить время своей жизни, да. Я скажу, это классный момент на самом деле, ребята, потому что очень часто нам нужны эмоции для преодоления каких-то вот таких трудностей, да, для преодоления себя, каких-то своих слабостей. И это будет, ноябрь будет для вас классным месяцем, поэтому здесь постарайтесь как можно много дел сделать заранее, чтобы в ноябре у вас была вот эта сила, бурные эмоции для развития, для действий, для работы, для карьеры. Постарайтесь в личных отношениях тоже разобраться. Кто не сможет разобраться до ноября, вот тогда у вас ждет фейерверк событий, потому что у нас не просто покидает знак Уран и ретроградный Меркурий, у нас здесь еще, естественно, 11 ноября у нас ретроградный Юпитер включается. Это естественная история всех наших смыслов в голове, которые мы сделали в течение всего года, когда Юпитер проходил по раку. Все, что связано с нашей жизнью, с нашим комфортом, личной жизнью, любовью, отношениями, в том числе и с семьей. Здесь, конечно же, ребят, это будет основной точкой, в том числе для развития, потому что уровень комфорта, семья, личная жизнь – это очень важная вещь на самом-то деле. Даже когда мы отпираемся и говорим: мне вот личные отношения вообще не нужны, я только про карьеру. Да это все понятно, про карьеру-то ради чего? Ни один нормальный, здравомыслящий человек не будет просто так оголделой этой карьерой чего-то там достигать, чего-то там зарабатывать. Мы всегда это делаем во имя кого-то, во имя того, чтобы наша семья жила хорошо, чтобы мы жили хорошо. А так, чтобы для себя вот так вот всего вот этого достичь, это такая эгоистичная позиция, которая очень-очень-очень редко у кого идет вот чисто вот я вот сам хочу вот так вот достигать. Нет, там всегда такая очень странная и, как правило, болезненная история, поэтому разберитесь с ней. Почему вы туда наоборот идете, вам только это нужно, а семейная жизнь, отношения, любовь вам не нужны, в этом очень важно разобраться, да? Или почему вы туда вообще не идете? Почему вы туда не идете, вот в это развитие, в свои достижения? Не в достигаторство, а в свои личные достижения, без которых стрельцы жить не могут. Идем дальше. Что у нас еще? Ну, у нас в конце месяца, естественно, заканчивается ретроградный вообще в принципе Сатурн. Он в Рыбах, и он начнет директное движение и уже навсегда уйдет из знака зодиака Рыбы и перейдет на ближайшие, ну то есть в ближайшие 30 лет, да, 29 лет, там, оборот полный Сатурна, то есть он не вернется снова в Рыбы. Поэтому здесь история того, что весной, извиняюсь, не весной, в феврале, это еще зима, да, в феврале 2026 года Сатурн войдет в знак Овна и будет потихонечку помогать всем стрельцам достигать всего того, что вы хотите. То есть будут браться и работаться все те дела, которые вы раньше не могли себе даже в голове вообразить.
Но для того, чтобы это сделать, ребята, вот для этого и нужен 2025 год, чтобы разобраться со всеми старыми делами, да, как правило, для того, чтобы на самом-то деле расчистить все свои шкафы и завалы жизни, год это очень мало на самом-то деле. Но у вас есть вариант вообще с этим разобраться. Стрельцы первой декады, они вообще уже начинают вот это максимальное ускорение. Стрельцы второй и третьей декады к этому придут в 26 и в 27 году, поэтому здесь, ребята, конечно же, планируйте свою продуктивность, работу, карьеру, статус, деньги, все, что вы хотите, и в прямом смысле идите к этому, не нужно малодушничать. Вот такой, я бы так сказала, будет интересный ноябрь для стрельцов. Что сказать, ретроградный Меркурий в этом ноябре 25-го, он будет поистине очень классный. Мы будем находить тех людей, с которыми раньше не могли общаться, про которых мы раньше думали, что они какие-то не такие, не от мира сего, это вообще не наш круг общения. Все-таки многих стрельцов получится все-таки, я бы так сказала, увести в ту тусовку, чтобы посмотреть на другую жизнь. Здесь главное потом не натворить дел. К концу ноября ретро-мерк уже вернется обратно в Скорпион, и здесь может вредность такая внутренняя появиться, как противостояние, как лишь бы сделать что-то назло. Постарайтесь ни в личной жизни, ни в карьере, ни в работе не испортить себе репутацию и не создать репутацию такого вредного человека. Постарайтесь создать себе репутацию человека плодотворного, человека, который ради дела способен достичь многое. И в сложных ситуациях не пасуйте, потому что, еще раз скажу, у нас в ноябре не просто, я бы так сказала, такой комбо событий, там еще у нас Лилит, которая идет в Скорпионе. А Лилит в Скорпионе — это всегда максимальные страхи, связанные и с отношениями, и с бизнесами, и с финансами. То есть здесь понимайте, что если в вашей жизни наступила история ваших страхов, то есть самый страшный кошмар, связанный с деньгами, либо с отношениями, ребят, ну просто нужно вот этот кошмар наконец-то понять, этот страх, и понять, почему он был допущен, и идти вперед. Не скажу, что эта история фатальная, сложная, потому что вы плохой человек. Да нет, потому что вы уже все засиделись на том уровне, нужно подниматься. Поэтому ноябрь 25-го для стрельцов будет классным месяцем. Называйте это как хотите. Я же считаю, что вот это очень много возможностей для того, чтобы наконец-то вас подвинуть, начать действовать, быть активными, быть мощными, становиться интересными. Потому что ваша задача по жизни — быть интересными. Не только себе, но и окружающим. Потому что вы все-таки тот знак зодиака, который должен сделать очень многое для этого мира. Ну и декабрь 2025 года, скажу вам так. У нас 10 декабря заканчивает ретроградное движение Нептун, он в Рыбах, и он развернется. И он в феврале следом за Сатурном в 2026 году последний раз взойдет в Овна, и в Рыбах уже не будет. При наших жизнях точно, потому что цикл у него гораздо более активный, более продуктивный. То есть у Сатурна наоборот активный, он всего на 2 года в одном знаке. У Нептуна он будет не одно десятилетие находиться в Овне. Здесь история, конечно же. При этом он, это не одно десятилетие, будет очень классно влиять на стрельцов. Поэтому с февраля 2026 года, дорогие стрельцы, понимайте, что сначала это стрельцы первой декады, ну и, естественно, потом вторая, третья, да, ребят, что будет то самое вдохновение, глобальное действие, активность и развитие. А поэтому здесь я скажу так, что декабрь 2025 для, я бы так сказала, стрельцов уже не будет таким сложным. Ну, месяц и месяц. Я бы так сказала, все основные смыслы вы пройдете как раз-таки в ноябре. И декабрь для вас будет такой немножко остановкой и релаксом. Отдохните, отдохните, доделывайте свои дела и понимайте, что, я бы так сказала, ну, плюсом еще здесь, конечно же, в декабре будет идти Марс по стрельцам, да, и здесь будет история, либо вы
пылите, ругаетесь, либо вы наоборот включаете продуктивность. Но еще раз скажу, эта продуктивность не придет, если у вас нет цели. Поэтому на декабрь 2025 года, дорогие стрельцы, я вам все-таки скажу, напишите, создайте для себя вот эту глобальную, мощную, жирную цель. Куда вы идете в своей жизни, к чему вы стремитесь, какой вы хотите видеть свою жизнь. Это очень важный момент на самом-то деле в жизни, на который мы очень часто вот в этой гонке, беготне не уделяем время. Подумайте о себе, о своей жизни, о своем будущем. По крайней мере, все события просят вас это сделать. Проходите свои уроки, жизненные задачи, чтобы было у вас все хорошо. Стрельцы третьей декады, конечно же, постарайтесь быть максимально честными, потому что и Нептун, и Сатурн заставляют вас быть максимально честными, трезвыми в этот период относительно своей жизни, относительно своей личной жизни, вообще в принципе всего того, что у вас есть, и то, какой вы хотите, чтобы ваша жизнь была. Без розовых очков, без лени. То есть жизнь будет в 2025 году по большей части, это я сейчас для стрельцов третьей декады говорю, да, по большей части будет вас просить во всех ситуациях, которые сложно случаются, отказаться от лени, от прожигания жизни, от розовых очков, от идеализации вот всего того, что есть вокруг, а постараться трезво смотреть на эту жизнь и понимать, что это ваша жизнь, вы засиделись, и вам давным-давно пора подняться. У стрельцов первой декады, и тем более стрельцы второй декады, это все прожили в 23-м, в 24-м году, даже с начала пандемии, да, стрельцы первой декады уже все поняли, уже к 2025 году идут глобальным, мощным развитием, и 25-й год, ребята, для вас будет такой первый этап пробы пера. Как вы хотите, на новый уровень, на новый лад. Сложности, да, но не невозможно. Поэтому делайте, пробуйте, изобретайте, тестируйте все эмоции, гипотезы, все случаи. Чем больше вы проверите. Мы с вами идем в сложный на самом-то деле мир. Старый мир разрушается, новый начинает расти, набирать новые темпы. Поэтому здесь вливайтесь в этот поток, в эту струю и давайте в развитие. Вы нужны этому миру, потому что ваша мудрость пройденных ваших же ошибок и ваших побед нужна другим для прохождения того самого опыта. Не просто так вы родились в ноябре, в декабре, вы непростой знак зодиака, естественно, и проверки в жизни у вас тоже всегда непросты. Поэтому всегда думайте о философии всех трудностей, и тогда они становятся вообще не такими трудными. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели этот долгий гороскоп. Постаралась более понятно, постаралась не напугать, надеюсь, не напугала. Рассказала как есть. Нет безвыходных ситуаций, нет ситуаций настолько сложных, чтобы мы не смогли их решить. Они сложные, когда мы их не решаем, когда мы думаем, что само рассосется как-то, не получится. Надо находить в себе мужество и силы, преодолевать эти трудности, барьеры, и тогда эти трудности на нас уже не влияют. Ребят, по классике в конце ролика актуальные видео, в течение года буду их дополнять, чтобы они как можно дольше вам служили верой и правдой, как говорится. Задавайте вопросы в этом видео, обязательно указывайте дату, время, место рождения и ваш вопрос. Я в режиме свободного времени вам постараюсь быстро отвечать. Ну и благодарю вас. С каждым новым видео у вас становится все больше и больше, и я на самом-то деле очень этому рада. Спасибо вам большое. Я надеюсь, была полезна, дала понять сложные моменты и моменты, когда нужно взлететь и не тушевать. Не грустите, не переживайте, надо просто больше делать. 2025 год – это год, когда нам нужно делать и смотреть в будущее, и тогда все точно будет хорошо. Ребята, еще раз желаю вам классного, продуктивного года и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.